Привет подписчикам и случайным зрителям моего канала. Как и многие из вас, я обожаю натуральное кофе в зернах. Кто в теме, знает, что 80% вкуса кофе зависит от его приготовления. Главное, без чего невозможно приготовить вкусный кофе, это правильный помол. Именно по этой причине я искал недорогой и качественный вариант кофемолки, который будет сделан из качественных материалов и прослужит мне долгое время и будет давать равномерный помол. И мне так кажется, я такую кофемолку нашел. Кофемолка пришла вот в такой коробке с надписью Xeoleo Coffee Grinder. Внутри обычная картонная упаковка с картинкой кофемолки. Внутри черный уплотнитель. По-моему, вид очень даже неплохой. Инструкция на такой интересной бумаге. На китайском и английском языке. Щетка для очистки кофе. Ручка. Сделана из металла. Отверстие для фиксации шестигранник, который зафиксирован двумя шурупами, и внутри вставлен небольшой магнит, который фиксирует крышку. Диаметр прутка ручки 6 мм. Сломать или согнуть не получится. Рукоятка выполнена из дерева, которое снимается и крепится магнитом. Держится не супер сильно. И сама кофемолка. Выбирал себе черный цвет, не только из-за цвета, но и из-за вертикальной фактуры, что не дает скользить руке при помоле. Данная кофемолка существует в 4 вариантах расцветки. Металлик, такая как у меня черная, древесного окраса и вот такого желтого цвета. В описании оставлю ссылку на продавца, у которого я покупал, так как на Алиэкспрессе полно подделок. Сверху находится бортик, что бережет пальцы при помоле. Есть небольшой люфт между крышкой и телом. Возможно, так и нужно, чтобы не делать усилия на направляющую. Ось кофемолки на 2 подшипниках, которая очень легко ходит. Опоры оси из металла, и выглядит начинка максимально надежно. Люфтов никаких нет. Внизу у нас сборник для молотого кофе, который сидит на металлической резьбе. Сборник рассчитан на объем 15 грамм кофе, но по факту может уместить 17 грамм. Снизу сборника находится наклейка Xeoleo. Снизу у нас регулировка помола, которая указана цифрами от 0 до 11 щелчков, что указано стрелкой. Чтобы изменить значение, нужно заложить ручку для фиксации, и теперь можно менять степень помола. Минимальное значение не 0, а -2. На -2 жернова попросту фиксируются. На нуле немного чувствуется трение жерновов. Производитель в инструкции рекомендует не использовать кофемолку от 0 до 6 щелчков для максимальной сохранности жерновов. Откручиваем крепление и вот сами жернова, полностью из металла. Резцы очень острые, будьте внимательны. Как видим, все части кофемолки выполнены из металла. Надеюсь, данная кофемолка прослужит мне долгое время. Поговорим о кофемолке. Зачем она нужна и почему в простой электрической кофемолке у вас не получится правильный и вкусный кофе. Сразу говорю, что я не являюсь экспертом в области готовки кофе. Являюсь самоучкой, и если ты в теме, поправь меня и поделись своим опытом приготовления кофе в комментариях. А если у тебя есть данная кофемолка, напиши, на скольких щелчках ты делаешь свое кофе. Все дело в том, что при помоле вот такой обычной электрокофемолкой остаются разные частицы кофе. Мелкие, средние и большие фракции. У меня дома вот такая кофеварка Saeco. Чтобы в ней приготовить вкусный кофе, нужен равномерный мелкий помол, размером с песок. Если смолоть очень мелко кофе, будет кофе горьким.
Если смолоть крупно, будет кислым. Самое главное найти золотую середину между горьким и кислым. Тогда кофе получится сладким, со своим особенным вкусом. Почему так получается? В этом видео я не успею рассказать. Это целая наука, которой нужно посвятить не одно видео. Если интересно, пиши, и я постараюсь более глубже рассказать о приготовлении кофе. Что-то мы отвлеклись. А да, однородности помола в обычной кофемолке невозможно получить, потому как в ней будет как большие фракции, так и мелкие, и вкус будет перемешиваться. Мелкие фракции будут давать горечь, крупные кислотность, и кофе получится кисло-горьким. Степень помола подбирается индивидуально под зерно, количество кофе и времени прохода кипятка. И самое главное в этом, чтобы кофейные фракции были одного размера. Помещается в кофемолку 15-17 грамм кофе. Мелются зерна не тяжело и быстро. На 12 щелчках 12 грамм кофе примерно за 40 секунд. После помола кофе сильно не намагничивается и высыпается полностью. Ни в коем случае не мойте кофемолку и жернова водой. Чистить кофемолку нужно щеткой. Отлично подойдет щетка, которая шла в комплекте. А теперь о приготовлении кофе. Для турки подойдет помол на 6 щелчках. Помол мелкий, но не мука. Для моей рожковой кофеварки с улучшайзером, чтобы получить вкусный кофе, это 11-14 щелчков. Для аэропресса и френч-пресса 18-25 щелчков. Вот такие фракции выходят на нашей кофемолке Xiaoleo на 6, 10, 15 и 20 щелчках. Как видим, фракции довольно однородные, что говорит о хорошем качестве помола. Кофемолка Xiaoleo показала себя как отличный вариант кофемолки за небольшую стоимость. Кофемолка сделана добротно, все из металла. Ничего не сломается и не перетрется. Удобная ручка и идеальный для ухвата корпус, что дает уверенно держать в руке кофемолку. И тонкая регулировка помола делает данную кофемолку лучшим выбором за свою цену. И выходит на уровень кофемолки Time More, которая на $15 дороже и практически ничем ей не уступает. Если кто хочет сравнить эти кофемолки, ссылку на них будет в описании. И та и другая отличные кофемолки, которые я могу рекомендовать к покупке. Спасибо за просмотр, а также задавай вопросы и оставляй свое мнение. Поддержи меня лайком, подпиской на канал и смотри другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока.